Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о моркови. Что мы знаем о ней? Сидит краснодевица в темнице, а коса на улице. Все мы с детства знаем ответ на эту загадку. Конечно же, это морковка. Кто знает, скажет, что это вытянутый в длину овощ, оранжевого цвета, сладкий на вкус, растет в огороде и является корнеплодом. Верно. А еще она красивая, сочная и очень полезная. Настоящий кладезь витаминов. А если приложить немного усилий, натрешь на терочке, добавишь немного сахара. Настоящее объедение. А кто любит и умеет готовить, знает, что морковь придает приготовленным блюдам превосходный вкус и характерный насыщенный цвет. Да и зимой детворе без моркови никак, ведь снеговик без морковки не снеговик, а снежная баба. И как не поговорить о ней поподробнее и узнать еще много интересного о такой обычной и в то же время необыкновенной девице-красавице моркови. Здесь и сейчас. Поехали! Овощи присутствуют в нашей жизни столько, сколько мы себя помним. Чаще всего мы не задумываемся о том, откуда произошли те или иные продукты питания. А совершенно зря, ведь иногда самые обычные овощи или фрукты могут быть неповторимым и уникальным явлением природы. Например, все мы считаем, что обычная морковь имеет ярко-оранжевую, в крайнем случае желтую окраску. В колористике даже оттенок есть такой морковный, но оказывается это не так. Оранжевая она стала совсем недавно, а до этого она была белой, желтой и фиолетовой. И фиолетовая самая древняя. Так что фиолетовая морковь – это вовсе не генетически модифицированный продукт, который недавно опять-таки входит в моду, как что-то новенькое, а настоящий природный овощ, который выращивался людьми в глубокой древности. Но обо всем по порядку. Прародительницей культурной моркови считается морковь дикая или морковь обыкновенная, двулетнее, реже однолетнее травянистое растение. Вид рода морковь, семейство зонтичные. Дикая морковь довольно распространена в Евразии и Северной Африке. Возможно, многие ее видели, но не задумывались, что это дикая морковь. Это растение можно встретить практически повсюду, от лугов и полян до лесных опушек и обочин дорог. Ее удивительная адаптивность позволяет процветать на различных почвах и в самых разнообразных климатических условиях. В течение первого года жизни она формирует только корневую систему и листья, сохраняя питательные запасы для будущего. На второй год морковь образует высокий изящный стебель, который увенчивается зонтиком, состоящим из множества миниатюрных цветочков, которые многие видели. Еще 4000 лет назад люди использовали дикую морковь. В те времена этот корнеплод не использовали в пищу, а относился к разряду целебных, лекарственных растений. Да и вообще морковь на протяжении долгого времени не являлась овощем общественного питания. И только в одном месте на Земле морковь заинтересовала людей больше. Это была Древняя Персия. В 1916 году 29-летний Николай Иванович Вавилов отправился из Санкт-Петербурга в экспедицию в Афганистан. У этого путешествия была одна цель – проследить происхождение наиболее важных мировых культур. Хотя основной целью Вавилова была пшеница. Экспедиция обнаружила в Афганистане в 1920-е годы большое разнообразие моркови, как дикой, так и культурной, многие из которых были ярко-фиолетовыми. Они пришли к выводу, что одомашненная морковь впервые была выращена в гористой местности, где встречаются хребты Гиндукуша и Гималаев в X веке нашей эры. Отчет об экспедиции объемом 600 страниц стал основой книги «Земледельческий Афганистан», написанной Вавиловым совместно с Букиничем. В этой книге подтверждено предположение Вавилова о том, что в Афганистане находится центр происхождения некоторых важнейших для человека растений. Очень жаль, что один из величайших ученых 20 века, Николай Вавилов, мечтал покончить с голодом во всем мире, но в 1943 году сам умер от голода в саратовской тюрьме. Через некоторое время морковь распространилась дальше. Земледельцы выращивали ее уже в Малой Азии, Закавказье, Иране и Туркменистане.
а также в северо-западной Индии, Таджикистане, Узбекистане, Западном Тиньшане и Турции. Причем в свое время ученый разделил одомашнивание на две группы – восточную и западную. Именно первая была фиолетового цвета, а западная развилась позже и имела уже желтый, красный, а иногда и белый цвет. Пурпурная и желтая морковь были завезены на обширные территории Исламской империи путешественниками и торговцами. Эта восточная морковь появилась в Сирии 100 лет спустя. Из Северной Африки овощи попали в Испанию, где их наблюдал Ибн Аль-Авам, арабский земледелец из Исламского королевства Андалусия. Он обнаружил, что фиолетовая морковь более сочная, чем желтая. Он также выделил другие полезные свойства моркови. По другую сторону материка в Китае фиолетовая и желтая морковь появилась в XIV веке. Опять-таки импорт. Вероятно, пришел из Центральной Азии, потому что его прозвали иранской репой. В то же время странствующая морковь покинула Средиземноморье и укоренилась в Голландии, Франции и Германии. Столетия спустя фламандские изгнанники, спасавшиеся от преследований в Голландии, пересадили этот овощ в Англию. В то время англичане морковь использовали не только в кулинарных целях, но и в декоративных. Ею девушки украшали шляпки. Но после первого знакомства европейцы стали недовольны фиолетовой морковью. Проблема была не во вкусе, потому что пигмент не оказывал заметного влияния на вкус. Недостатком фиолетового цвета было то, что при термической обработке еда становилась коричневого цвета. Многим это не понравилось. Как кто-то сказал, люди едят глазами. По этой причине вскоре желтые морковки вытеснили фиолетовые. Но царствование желтой моркови было недолгим. И вскоре центральное место занял оранжевый корень. Наша современная оранжевая морковь появилась благодаря стараниям голландских садовников в 16-17 веках, что доказывают произведения искусства того времени. Почему-то описывать в документах такой красивый овощ никому не было интересно. Возможно, из-за своей обычности. А Отто Банга, голландский агроном, задокументировал это изменение. В 1950-е годы Банга исследовал натюрморты в Лувре и других музеях и обнаружил интригующую закономерность. К 17 веку оранжевая морковь стала более заметной в голландской живописи. В то время морковь на своих полотнах изображали такие старинные голландские мастера, как Иоахим Беккелар, Иоахим Фтеваль, Питер Арстон и многие другие. Но почему прижилась именно оранжевая, а не желтая, которая уже была? Существует одна история, что якобы цвет моркови, оранжевый, выведен в честь оранжевого принца Уильяма. Некоторые проницательные историки создали миф, что такая мутация овоща выведена в знак благодарности и почтения королю Уильяму I за руководство голландским восстанием против Испании, что привело к независимости страны. По другой из версий, оранжевый цвет моркови соответствует традиционному цвету нидерландского королевского дома Оранских Нассау. Но одно точно, что систематическая селекция и классификация моркови зародилась в 17 веке. Морковь больше не была просто морковью. Морковь классифицировали по размеру, форме и длине корней, факторам, которые повышали ее урожайность. Появились первые сорта. Селекция повлияла не только на цвет и размер моркови, но и на сроки цветения. Морковь двулетнее растение, но огородники сумели постепенно отложить цветение, после которого корень становится жестким, деревянистым и невкусным на более поздние сроки. Сами не зная этого, они вывели разновидности с 3 генами, способствующими накоплению каротиноидов, и с несколькими обеспечивающими задержку цветения. А в Россию оранжевую морковь привез Петр I. Еще находясь в Голландии, Петр отправлял на родину посылки с семенами и указами начать выращивать новые овощи, среди которых были земляные яблоки, он же картофель, салат-латук, редис, артишоки и многие другие. Хотя морковь в то время уже была, но только не оранжевая. Если с картофелем поначалу были проблемы с тем, что есть вершки или корешки и в каком виде, вареном или сыром, то в домострое, в сборнике правил и советов того времени морковь описана наряду с репой, капустой и свеклой. Так что в 16 веке и скорее всего ранее морковь уже культивировалась на Руси. В начале 17 века морковь попала на американский континент. Но поначалу морковь не пользовалась популярностью. Только со временем, через несколько десятилетий, американские переселенцы сумели
сумели достойно оценить пищевые и целебные свойства моркови. Видимо, ждали оранжевое настроение. В более позднее время, в начале 19 века, морковь была завезена в Австралию и Новую Зеландию. Так люди распространили морковь по миру. А мы займемся другими вопросами, не менее интересными. В чем причина такого разнообразия цветов? Окраска корнеплода моркови – это результат действия различных относящихся к каротиноидам пигментов. За оранжевый и желтый цвет корнеплода отвечает альфа и бета-каротин. При этом бета-каротин может составлять до половины от общего содержания каротиноида в оранжевой или желтой моркови. Окраска корнеплода в красной моркови обусловлена наличием ликопина и ксантофилов. Белые корни отличаются самым низким содержанием каротина, а фиолетовая морковь, кроме каротина, содержит крайне много антоцианов, что выражается в более высокой, чем у других разновидностей корнеплодов, антиоксидантной способности. В процессе селекции морковь стала более крупной и сочной. Она утратила часть эфирных масел, но приобрела другие полезные для здоровья качества, зависящие и от окраски, и от ее интенсивности. Морковь выращивают практически все огородники. Урожайный, вкусный и полезный корнеплод любим многими. При этом и сортов моркови существует множество. Она может различаться по вкусу, по размеру и форме. Овальная, цилиндрическая, коническая, сроком созревания, назначению, салатная, пучковая, на сок, на переработку. А еще сорта этого корнеплода различаются по окраске. Помимо популярной оранжевой, также существует морковь белого, желтого, красного, черного, фиолетового, бордового, розового и зеленого цветов. Даже двойные по цвету сорта морковки встречаются, когда сердцевина и кожура окрашены по-разному. Со временем именно оранжевая морковь распространилась по миру и практически вытеснила все другие ее цветовые разновидности. Например, белую морковь очень долго считали сорной и выращивали лишь на корм скоту. Так что в наши дни селекционеры выводят яркие виды моркови заново. Существует уже десятки сортов и гибридов сочной и вкусной цветной моркови, ничем не уступающие, а то и превосходящие по полезным свойствам свою дикую родоначальницу. Во-первых, это просто красиво. С помощью такой яркой морковки можно оригинально оформить блюдо или накормить маленького малоежку. Но разноцветная морковь – это не просто способ развлечения селекционеров. Существуют и другие полезные свойства корнеплода в зависимости от его цвета. Помимо окрашивания корнеплодов, растительные пигменты выполняют и множество других функций, в том числе и в организме человека. Причем многие из этих пигментов весьма полезны. Они работают как антиоксиданты, противовоспалительные агенты, отвечают за наш иммунитет, укрепляют стенки сосудов, улучшают состояние кожи. А многие слышали, что морковь улучшает зрение, а если есть каждый день, то можно видеть в темноте. Конечно, это преувеличение, но история, причем на национальном уровне, была. Во время Второй мировой войны в Англии была применена передовая на тот момент система радарного обнаружения самолетов противника. Секретная система засекала бомбардировщики противника еще на их подлете к Ла-Маншу. Из звенья истребители поднимались в воздух, точно нацеленные на точку соприкосновения с врагом. Английской разведке очень не хотелось, чтобы немцы поняли причину резко возросшей меткости пилотов британских ВВС. После недолгих размышлений выход был найден, и в прессе союзников начали активно появляться статьи о экстраординарных способностях некоторых пилотов по нахождению противника в темноте ночи. Одним из таких героев был Джон Кеннингем по прозвищу «Кошачьи глазки». В своем интервью он особенно отмечал, что его суперспособности основаны на особой любви к поеданию морковки. В дальнейшем в прессе появились новые герои-летчики, которые также любили морковь и видели самолеты немцев ночью, как днем. Эта информация была так убедительна, что сами англичане стали есть намного больше моркови, пытаясь улучшить ночное зрение в долгие часы отключения света во время немецких налетов. Но если это был хитрый план, то однажды морковь действительно спасла не 1000 жизней, причем детских. Всего 1,5 века назад средняя продолжительность человеческой жизни была вдвое меньше сегодняшней, по большей части из-за того, что на этот показатель влияла младенческая смертность, которая была необычайно высокой. Очень много детей умирало от банальной диареи. И в начале 20 века австрийскому педиатру Эрнсту Моро пришла в голову простейшая и в то же время гениальнейшая идея, благодаря которой смертность детишек
упала вдвое. Доктор совершил гениальнейшее, притом столь же простое открытие. Он смог побороть раннюю детскую смертность из-за диареи, которая была невероятно высокой, с помощью обычного морковного супа. Блюдо получило название «Морковь профессора Моро». Рецепт необычайно прост, как и все гениальное. Морковь нужно растереть в пюре, потом добавить воды, соли по вкусу и упаривать до тех пор, пока объем не уменьшится на треть. Вот и все. Это простейшее дешевое блюдо сразу помогло снизить младенческую смертность более чем вдвое. Лишь 2 десятилетия назад ученые обосновали эффект этого чудодейственного супчика. Благоприятное действие этого блюда, как показали последующие исследования других авторов, связано с кислыми олигосахаридами, образующимися в водных экстрактах моркови. Они мешают бактериям прикрепляться к слизистой оболочке кишечника и, следовательно, снижают частоту острых желудочно-кишечных инфекций у детей. Исследования также показали, что благодаря всем этим свойствам суп способен излечить даже диарею, которую вызывали бактерии, устойчивые к антибиотикам. Именно Эрнст Моро открыл лактобактерии, которые содержатся в кисломолочных продуктах, и продемонстрировал другим врачам их пользу. Правда, за свои медицинские достижения австрийца никогда не награждали никакими наградами или внушительными премиями. И в отличие от профессора, которым двигали исключительно гуманистические цели, кто-то благодаря изворотливости ума смог на моркови неплохо подзаработать. Многие видели маленькие очаровательные морковки, которые продаются в качестве полезных снеков. Иногда упаковки со свежей бэби-морковью можно найти в овощном отделе супермаркета. Такая морковь очень мелкая, с пальчик, и обожают люди и, конечно же, дети, которым нравится хрустеть чем-нибудь полезным. Но эта молодая морковь на самом деле может быть и не такой уж молодой, ведь это просто мытая и нарезанная морковка. Ничего особенного, чистый маркетинг. Бэби-морковь изобрел в 1986 году Майк Юрасек, у которого имелось очень много моркови нетоварного вида, некрасивой, деформированной, выглядящей настолько неаппетитно, что магазины отказывались ее закупать. Итак, Майк решил эту проблему, экспериментируя с ножом и овощечисткой. Просто-напросто очистил и нарезал морковь, придав ей вид мини-морковок. Такой симпатичный овощ магазины с радостью разбирали. Бэби-морковь понравилась и покупателям. Стоит она подороже обычной, но очень удобна для употребления в сыром виде. И на данный момент морковь, пожалуй, вторая популярности после картофеля. Однако, изучив ее состав повнимательнее, стоит признать, что это растение должно быть овощем номер один. В моркови много витаминов и минералов, в ней содержится много каротина. Однако витамина С в ней мало, и в небольших количествах в моркови присутствуют витамины группы В. В ней много углеводов, минеральных веществ, калия, магния, натрия, кальция, железа, фосфора и растительных белков. Для многих важно, что она не особо калорийная, но очень полезна. Морковь улучшает качество материнского молока. Также она улучшает кожу, волосы и ногти. Ежедневно употребляя морковь в пищу, снизится уровень холестерина и кровяное давление. Очень полезен морковный сок. Также морковь обладает способностью выводить паразитов. Морковь советуют употреблять в пищу больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае мочекаменных расстройств она улучшает здоровье глаз, регулирует уровень холестерина в крови, улучшает состояние кишечника, так как в ней много клетчатки. И главное не переусердствовать, ведь все должно быть в меру. При употреблении любого продукта важно придерживаться рекомендуемых суточных норм. Избыточное употребление моркови способно привести к расстройству желудка и кишечника, дает дополнительную нагрузку на печень, а передозировка необходимыми витаминами способна вызвать болезненное состояние организма. И по большому счету морковь — это универсальный продукт, который сочетает в себе непревзойденные вкусовые качества и огромную пользу для здоровья. Она обязательно должна присутствовать в рационе каждого человека как ценное и доступное средство для поддержания здоровья и благополучия. Вот такая она, оранжевая королева овощей. Морковь. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.